«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе «Звездная гостиная» певица, которую можно назвать поистине народной, потому что, сколько я себя помню, мои одноклассницы на каком-то вот в школьном разбитом фортепиано подбирали эту песню «Дорога в аэропорт». Это певица Света. Света, добрый день. Добрый день всем радиослушателям. Добрый день вам. Света, у нас радиостанция, она охватывает достаточно и за рубежом наших слушателей, и это интернет-радиостанция, и в России, и часть людей, большая часть это незрячие люди. Но, тем не менее, то, что ты согласился принять участие в этой программе, это такой вот жест доброй воли, потому что на самом деле среди наших слушателей очень много твоих поклонников. Можно вот мы начнем сначала? Я знаю, что когда тебе было 5 лет, родители тебе купили фортепиано, пианино, которое называлось «Ростов-Дон», да? Ну, почти, да, почти. На самом деле мне купили не мне, а сестре. Вот. А так получилось, что она не стала заниматься, если уж сказано говорить об этом, то я ходила в соседний дом к своей крестной и выносила ей мост, потому что я приходила и брынкала на этом пианино, мне было 3-4 года, наверное, и она сама предложила моей маме, говорит: Люда, ты не хотела бы купить пианино для своей дочки? Потому что это невозможно. И она говорит: ну что ж делать, купим. И за какие-то символические деньги она купила пианино «Ростов-Дон». Собственно, я родилась в этом городе, и, вероятно, там производились эти фортепиано, пианино, как это правильно лучше, как это сказать красивее. Пианино у нас тогда называлось. Вот. И сестра походила немножко, сказала: я не буду, старшая сестра у меня есть, она все-таки юрист по образованию, не то, что я музыкант. А меня это очень увлекло. То есть мне это было интересно, я могла сидеть там, не знаю, часами, ковырять ноты. Вот, потом родители меня отдали. Всякие, да. Потом ты ходила в 2 школы. Почему в 2 школы, а не в одну? На самом деле, если, опять же, это коротко 2 школы, меня отдали в студию. В студию что-то там пошло не так, меня вроде бы как выгнали оттуда, потому что я играла по памяти, а не по нотам. Вот. Потом меня отдали в другую студию, потом учительница уехала в Израиль, как большинство музыкальных учителей. Вот. И только потом меня отдали в музыкальную школу, но параллельно я ходила с детского сада, познакомилась с девочкой, и ее мама создавала народный фольклорный коллектив «Лазорик». Вот. И я параллельно как-то каким-то образом попала в этот коллектив, потому что я хорошо пела. И в детском саду я всегда пела, мне давали главные партии. И, в общем-то, там коллектив состоял вначале из 3 человек, я и ее дочка, и еще одна девочка, и потом разросся на 20 и больше. Но основной состав был человек 80, вот, в который я входила. В общем, я ходила в коллектив 3 раза в неделю. Мы танцевали, ставили какие-то сценки, постановки. В 12 лет я уже поехала за границу, первая за границу. Мы поехали народным фольклорным коллективом выступать. Вот. И, собственно, все праздники, все выходные нас очень в школе недолюбливали, потому что администрация писала бумагу о том, что и мы где-то гастролировали. То есть я занимаюсь... Освобождали от уроков, да? Да. Параллельно я училась в 2 музыкальных школах. Почему 2? Потом в итоге я все-таки пошла в музыкальную школу вместо этих всех студий, да, там, и уже в свою Римского-Корского, где я занималась по классу фортепиано. А параллельно нас определили в вокальную школу имени Глинки. Это из-за Лазорика, в общем-то, чтобы потом я могла пойти в училище. Я числилась в одной школе по вокалу, по факту занималась в фольклорном коллективе 3 и более раз в неделю, выступала суббота-воскресенье, у меня не было детства. Вот я об этом пытаюсь рассказать, что я с детства занимаюсь этим вот всем. А параллельно я писала песни. Да, то есть я параллельно писала песни, мне это все очень дико нравилось. А ты можешь вспомнить какую-то из песен вообще? Какая была первая песня? Когда к тебе пришло вот это вдохновение? Сколько тебе было лет? Мне было 12. Я пела «Дождь над городом прошел». И такая вот песня, она у меня была. Потом я с этой песней, мы работали с коллективом в Польше, вы поехали там как фольклорный коллектив, и где-то на станции был рояль, и были еще музыкальные воспитанники. Ребят, которые играли красиво на инструментах, там саксофон, они из музыкальных таких одаренных ребят, был какой-то конкурс, куда там ездили постоянно. Вот. И я села за рояль, стала играть эту свою песню, и все ко мне ребята подошли, это было 28 мая, вот, мне было 13 лет, 13, воспитанники взяли и подыграли мне. И вот тогда я поняла, что я могу сольно и должна петь сольно, выступать, потому что я хочу быть певицей. Вот. И я еще пишу песни. И песни я пишу хорошие, потому что людям тогда уже обступали рояль, и
слушали. То есть девчонки, там, парни просили меня спеть. И потом это происходило на протяжении, там, понятно, что и сейчас это происходит, всей моей юности. Приходили ко мне подруги и просили, ну спой вот эту свою песню. И я с таким удовольствием всегда пела. Мне это правда нравилось. То есть я занимаюсь музыкой с детства. Потом я поступила, 10 лет я пропела в фольклорном коллективе, мы выступали на сценах на разных. Потом я поступила по классу хоровое дирижирование в училище искусств, как музыкант. Ростовское училище искусств, вот. Да. И, собственно, да, в Ростове-на-Дону. И классом младше у меня был однокурсник, у одной же учительницы, мы учились Васи Басты. Ну, раньше я не сильно этим гордилась, а сейчас, тогда он был вообще Баста-Хрю, у него разные были названия, мы все потому что из Ростова. Вот. И, собственно, вот тогда я уже общалась, знала Васю, и он тоже хоровой дирижер, но он, мне кажется, не доучился. Он тоже с училища. Ну, ты пошла дальше. Вот сейчас давай послушаем песню в твоем исполнении. Какая это будет песня? Давай «Дорога в аэропорт». Давай классическую. Хорошо. «Дорога в аэропорт», «Певица Света». Ты знаешь, вот прям приятно с тобой общаться. От тебя исходит такая светлая, добрая энергетика. «Певица Света» на волнах Радио ВОС. Дорога
«Классная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, певица Света сегодня у нас в гостях. Вот как такой, знаешь, ручеек весенний журчит твой голос среди зимы. Вот. И я, знаешь, задумываюсь о том, все-таки, как вот проходило вот это прекрасное детство, когда какие-то гастроли, столько занятости. Сейчас вот ребенок ходит в школу, еще куда-то ходит, если на одну какую-то там секцию, Мгм. уже нагрузка, да? А если представить, как ты занималась, ну, это действительно такое дорогого стоит. Я хочу еще, Мгм. знаешь, что спросить? Как получилось так, что потом ты еще и психологией занялась? Вот мало тебе того, что ты получила и образование музыкальное, А училище я искусств? скажу, нет, у меня на самом деле у меня два высших образования. Училище это среднее. Есть еще два высших образования. Я потом после училища, ну как бы опять же, это мнение навязано обществом, что нужно обязательно высшее образование. Я могла пойти в консерваторию, но мне казалось, что мне достаточно. Я не хочу больше Мгм. заниматься музыкой, я и так много знаю. Мне хватало моих знаний Достаточно. для того, чтобы там... Да, абсолютно. Хоровой дирижер в училище, все нормально, я все закончила, все в порядке. Вот. И я хотела быть режиссером-постановщиком. В общем, я, собственно, пошла, правда, заочно, потому что я уже начала гастролировать. Это был там, Мгм. сколько мне было, 17-19 лет. То есть после училища я пошла заочно, я училась, сессии сдавала, потом у меня родился маленький ребенок. Ну еще, конечно, мы упустили один момент, как я познакомилась с ППК. В 16 лет я ушла из коллектива, потому что я не могла совмещать музыку. То есть у меня довольно большой опыт вокальный, потому что я могу петь в разных, как бы сказать, в разных манерах абсолютно. Мгм. Вот, и народная, и эстрадная, и какую только... и любые. Могу петь в любой Ну, я вот лично манере. был удивлен И вот этим познакомилась... проектом «Амстердам», например. Неожиданно для меня было вот Да, это. это рок-поп. Да, рок-поп такой. Это тоже Мгм. мне было интересно, я этим занималась. Вот Вот, про это я ППК, нашла ребят. пожалуйста, извини, что я перебил. Да, ППК, потом мы к этому вернемся. Да. ППК, значит, все-таки ты со Сашей Поляковым как Не я познакомился? нашла. А, Они меня нашли. Не я нашла. Я хотела про Амстердам сказать, что я нашла ребят для Амстердама, но ты сказал ППК, и я считаю, что это очень большая часть в нашей жизни, которая сыграла основную роль, наверное, в моем продвижении, в моей узнаваемости. Потому что в Ростове-на-Дону город маленький, значит, меня познакомила, это опять же сестра моя, там так случилось, это такая интересная история. Ну, в общем, я с Андреем Баскаковым начала делать треки. Вот. И затем что-то пошло не так. Андрей Баскаков стал мало времени уделять, он там занялся другими проектами. Но когда я выступала в городе Ростове-на-Дону с песней «Мое солнце» и пел весь стадион, это видел Сергей Пименов с Александром мгм, Поляковым. А мгм, Сергей Пименов тогда делал проект, и они меня нашли по пейджеру. То есть у меня был пейджер, и мгм. он был не оплачен. Потом Пименов его оплатил. Думаю, что такое? Мне начали приходить сообщения. Люди не знают, что такое пейджер в Ну, я современном мире. помню, у меня тоже был И пейджер. он меня нашел и говорит: Света, срочно ты нам нужна, мы делаем проект, нам нужны песни. Ты молодец. Вот ты пишешь песни, у тебя есть музыка. И я пришла в студию с тетрадочкой, мы с Сашей Поляком выбрали 10 или 12 песен, сколько там нам надо было. В них входила «Дорога в аэропорт», «Золотой рассвет». И Саша за 2 месяца, он жил в студии, буквально мы сделали альбом «Любовь». Вот когда Вот. он мне об этом Причем «Любовь» говорил, что за 2 месяца, честно говоря, это какой-то рекордный срок, потому что невозможно представить, что это за 2 месяца можно сделать альбом. возможно. Возможно, так я больше скажу, песню «Любовь» я написала буквально за неделю до выхода альбома, потому что я говорю: ой, у нас же название «Любовь», а Мгм. «Любовь» нету песни. Надо срочно написать песню «Любовь», чтобы она вышла. И Саша сделала аранжировку, и у нас появилась песня И «Любовь» сразу в последняя в десятку ты этом альбоме. попала, потому что песня просто потрясающая на самом деле. Спасибо. И вот как бы все эти песни потом разошлись, и, значит, был выпущен тираж, пошел, во сколько он съел, опять же, Сергей Пименов ловким умением себя договорился со всеми, с кем мог, и альбом везде. Крутили в поездах, в машинах, кассеты Мгм. выходили везде. И народ, приезжающий на юг, говорил: а что-то такое новое, непонятное, что за женский вокал с такой транс-музыкой, что это интересное. Было мало музыки, мало интересных проектов тогда, это 99-98 год. Вот. И люди эти кассеты увозили там к себе в Сибирь, там куда, там в Алтайский край, слушали там, и потом звонили на радио и просили Свету. Вот так вот как бы происходило. Потом был переезд в Москву. В Москве я с ребятами мы сделали еще один альбом, но что-то опять же пошло не так, как-то все не складывалось. А потом уже я вернулась в Ростов, думала, что вот сейчас буду заниматься ребенком, там и своей там какой-то жизнью, да, и получилось, что меня нашли, Граммофон Рекордс искал артистов.
И они Мгм. приехали в Ростов уже за другие деньги, другой контракт. Мы подписали, и уже это была другая, это были уже ротации. Как раз это был второй альбом, что мне делать сегодня, крутилось Мгм. по всем радиостанциям. Вот, и у меня уже тогда начался такой гастрольный плотный график. Собственно, в нем я и живу. То есть, но мне это было не очень сложно, потому что я этим занималась всегда. Гастроли, артисты, программы. Спасибо, образование мне помогло, конечно, и первое, и второе, потому что режиссирую концерты свои я сама. Ну, то есть мы ставим номера, отстраиваю все. Вот сейчас у меня пройдут 3 сольных концерта в Подмосковье, большие, с музыкантами, с танцорами. И об этом я говорю. В конце апреля у меня пройдет 2 концерта. 27-го большой сольный в Питере, 28 апреля в Москве. Это будут красивые большие сольные концерты с живыми музыкантами, с вокалистами, то есть такие серьезные, как я говорю, не просто клубные маленькие, а вот серьезные, большие, красивые концерты. Ты знаешь, я рад Вот, за если тебя, кто-то потому что захочет, ты этого приходи. достойна. Вот это Да. такая волна ностальгии, она сегодня нужна, потому что народ немножко в какой-то растерянности, в какой-то депресснике. И когда мы возвращаемся вот к тому, что мы слушали там какое-то время назад, и это приходит к нам... Хорошие времена. Да, да. Такие лайтовые времена, когда все только вот был какой-то подъем, взлет, все думали, что все еще впереди. Я хочу еще раз послушать песню какую-нибудь. Ну давай, что мне делать? Давай, что мне Вот, делать? что мне делать? Актуальная Да, песня. замечательно, Ну что, слушаем. давай, что мне делать? Слушай. Скажи мне, что
Гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Певица Света, дорогие друзья, сегодня в программе «Звездная гостиная». А вот все гениальное просто, это подтверждают твои песни. Конечно, обрамление музыкальное такое, оно достаточно, вот спасибо и Саше Полякову, и многим людям, которые с тобой работали, Мгм. но в основном вот этот первый альбом, он получился как раз на контрасте, то есть такой доверительный, простой женский голос, очень приятный, девичий, я бы сказал, да, и какая-то вот эта новая волна музыки, транс, хаус, какая-то смесь, да. Очень хорошо все это. Мгм. В песне нет, ничего нас не цепляет. Как тебе приходит вдохновение? Как ты так просто, вот легко и просто кажется нам, что легко и просто пишутся такие песни. На самом деле шлягер создать непросто Если все-таки. честно, нет. Если честно, легко и просто. Вот если я начинаю заморачиваться над песней и прям думаю, я ее просто откладываю. Если она либо идет песня, вот оно бывает, что ты сел за рояль, я написала как-то вот «Не сходи с ума» и «Дорогой аэропорт» в один день. Я могу написать две Мгм. песни в один день, причем очень хорошие. Это, я не ищу вдохновения, оно приходит само. И это правильно, потому что я выбрала правильную профессию, то есть то, что мне нравится. Я умею этим заниматься. Какой-то дар, да, то есть если это дано, вот Безусловно, математик я безусловно. плохой, да, то есть физик я такой же. А вот это ко мне, да, это мое, я человек творческий, мне это нравится, я это люблю, я подбираю рифмы, я подбираю слова, и я как бы сердцем переживаю то, что я пишу. Иногда непонятно, что это, почему так, но мне это нравится, это словосочетание, это вообще непонятность истории, но мне она понятна. Я знаю, почему я так написала. И многие, вероятно, тоже это все близко, потому что многие перекладывают мои песни, мои тексты на себя, на свою жизнь, потому что это происходит, мы любим, переживаем, расстаемся одинаково, плюс-минус, да, то есть у всех бывают болезненные отношения, у всех бывают какие-то воспоминания, у всех бывает Взлеты, счастье, падения, любовь. счастье, несчастье, да, все Конечно, меняется. и все это люди переживают, и в какой-то момент актуальна та или иная песня. То есть у меня есть и как веселые, и хорошие песни, больше, конечно, лирики, больше грусти в моих песнях, безусловно, Но она больше светлая переживания, такая но грусть, я такие, бы сказал. Она как бы оставляющая но надежду. да, с надеждой. Вот как бы я об этом говорю, что я позитивный человек на самом деле, и я всегда надеюсь на лучшее. Состояние депрессии, оно мне, конечно, как-то знакомо, но не особо. То есть я не из тех, кто сложит руки и будет там говорить, все плохо, все, кошмар. Хотя, как бы бывают такие, конечно, моменты, они у всех бывают, безусловно. А как ты с этим Вот, справляешься? Как но ты выходишь из этого состояния? Потому что сегодня, знаешь, вот всех беспокоит, как будто что-то новое знаю. случилось, что вот кризис экономический, кризис политический. Да всегда это было и будет. И там где-то всегда льется кровь, Я всегда... стараюсь входить в работу, в общение, потому что ведь жизнь никто не отменял. Ведь вокруг столько интересных, хороших людей. Некоторые подтверждают, я для себя. Я что-то анализирую, я много думаю, на самом деле. Как говорится. Песни легкие, тексты легкие, но мысли я гораздо глобальнее, чем это. А может нет, а может да. Хотя, знаете, идеал в простоте, иногда, как кажется, потому что замороченные какие-то вещи, они заставляют там сильно переживать. Легкость, это неплохо в песнях. Вот, поэтому, наверное, я пытаюсь общаться с людьми. У меня большое количество друзей, среди них большое количество артистов. Обсуждать, жить дальше, путешествовать. По возможности, да, Мгм. какие путешествовать. У меня есть дети, я занимаюсь детьми, семьей, это тоже немаловажно. Это тоже отнимает Для даже большое женщины, это количество для времени, девушки да. это основное такое как бы призначение. Тем не менее, ты успеваешь везде просто. Вот это поразительно, конечно. И Вот, гастроли, и вот семья, и сочинение песен между гастролями. Это просто на самом деле я очень удивительно. максималист. Я должна была взять от жизни все просто. Мне надо Ну, у взять тебя все это и максимум. Взяли? получается, я Вот, должен сказать. Вот глядя на твою да. судьбу со стороны, у тебя получается все. И про путешествия ты заговорила. Вот был какой-то неприятный момент в Ницце. Наверное, наложил Да. какой-то отпечаток, как бы ты была Да, напугана. наложил, конечно, но я опять же верю в какие-то такие вещи сверхъестественные, да, которые Бог хотел. То есть, как это произошло? То есть меня просто на какие-то, это все в считанные минуты, потому что я потом сравнила время, когда этот грузовик поехал с террористами по набережной, и когда я ушла, с сыном Мгм. развернулись и ушли просто. Это было там
с разницей в 3-4 минутки. То есть это просто какой-то... Хотя я должна была идти... Я не знаю, что вот тебя развернуло в какой-то момент, и ты ушел. Но так бывает. Это интуиция, кстати. И спасибо, что она есть. Я, кстати, привыкла ей доверять. Иногда я делаю какие-то вещи и думаю, я вот не должна так делать. Но я хочу так сделать. И я делаю так, как я хочу, и в итоге получается, что я сделала правильно. Хотя изначально ситуация была совсем повернута в другую сторону. То есть я не должна была так делать. Вот сегодня, дорогие радиослушатели, певица Света просто раскрывается нам такой очень философски настроенной девушкой, которая на самом деле мыслит глубоко, но вот песни все-таки они должны дарить праздник, легкость, поэтому ты правильно все делаешь. То есть, потому что когда мы слушаем музыку, у нас должен быть и приятный фон, а если мы захотим услышать, мы как захотим какой-то услышать приятный, простой, доходчивый для широкой аудитории смысл. У тебя это получается. А следующую песню какую послушаем? Давай «Твои глаза», позитивное что-нибудь. Мы решили, что это легенькое, веселое. «Твои глаза». «Твои глаза», певица Света на волнах Радио ВОС. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
Потрясающая просто вот девушка. Я, честно говоря, сколько был в Ростове-на-Дону, с Сашей Поляковым был давно знаком, вот, и как-то судьба не сводила. Я принимал участие во многих концертах, но вот не Мгм. судьба. И сегодня вот я так рад с тобой общаться, открыл целый мир, потому что песни-то я слышал. Ты думала о том, как создать себе образ, или он сложился сам? Ты знаешь, я вот почему об этом заговорил. Образ абсолютно светлого, идеального, с незапятнанной репутацией человека. Потому что твои песни, они чисты, они лишены вот этой всякой, знаешь, пошлости там и так далее. Здесь самое главное, что ты несешь миру свет. Светлая печаль. Если это даже драматический сюжет, то он все равно со светлой печалью. Ты понимаешь, что это судьба, то есть вот так распорядилась, а потом придет к нам что-то новое, большее. И светлые песни, и танцевальные. И вроде даже танцевальные песни бывают тоже с грустинкой. Как ты к этому пришла? Или это само собой получилось? Это происходит само собой. Это все настроение. Это все зависит от состояния души. То есть если ты как бы вот бывает там, особенно в юности, да, вот эти перепады, когда ты свободен, вот эта влюбчивость, и ты очень много песен написано вот в тот период, очень много в основном, да, и если ты влюблен, из тебя прям исходит все, ты вот прям пишешь и пишешь, у тебя сегодня так пишешь что-то другое. Ну, то есть, как бы, вот, ну, это ты же, люди же в юности, они много додумывают того, чего не происходит, они по-другому себя ведут. У них обостренные отношения к каким-то вещам. Во взрослом возрасте бывает, ты лишний раз думаешь кому-то что-то сказать, неловко, или там, зачем я это сказал, или думаешь, ну, ведешь все равно себя проще. А в юности ты закомплексован, скромен где-то там, да, и, ну, где-то ты не настоящий, да, но вот все, что вот это вот происходило, я с собой боролась, чтобы быть настоящей, да, и как бы у меня это получилось. Я выливала в песни. И вот все, что мне хотелось, мое настроение, мое вот как бы то, что я не могла сказать в лицо, я могла спеть. Вот. Это было здорово. Поэтому вот там ты где-то рядом, но ты не со мной, мне Мгм. песня грустно. А у людей, в принципе, мы же все люди, мы все похожи, мы все плюс-минус одинаковые, да. Ну, кто-то скромнее, кто-то, наоборот, позитивнее. И кто-то в этих песнях находил себя, потому что уход в музыку, и сейчас это актуально вообще, потому что люди хотят вернуться в ту юность. Моя публика, она выросла сейчас. То Конечно, есть она как конечно. я, плюс-минус там, да, и они, вот эта юность, влюбленность, когда только начинались эти песни, поэтому у меня сейчас очень много людей на концерты приходят. Прям это здорово, меня это радует, причем те поколения, которые родители, они заставляли слушать своих детей. И теперь они приходят с детьми, и дети такие, я говорю, почему вы знаете эти песни? То есть они говорят, а мы слушали, мы знаем, то есть я говорю, потрясающе. То есть как бы это очень здорово, что есть подрастающее поколение, которое тоже росло благодаря родителям на этих песнях. Вот. Это потрясающе. Да, и самое главное, еще раз говорю о песнях, что они, вот я так анализирую большинство песен, ну, не сказать, что все прям слышал, ну, то, что слышал по радио, то, что Ничего, это, слышал, ну, да, все даже я иногда не в слышу. такси, Я да, иногда забываю, как английский в песни такси звучат. где-то едешь, звучит. У меня там был один таксист знакомый, который он слушал только твои песни по ночам все время. У него была такая привычка, вот я сажусь, у него всегда звучит Света. Вот, и он говорит, ты знаешь, погружаешься в какой-то мир вот этой вот чистоты, чего не хватает в жизни. Это тоже было в Ростовской области. Он говорит, вот то, чего не хватает в жизни, она такая светлая, она такая вот добрая. То есть ты отдавала именно частичку себя, частичку своей души. И самая главная цель, которую ты добилась, ты в своих песнях, мне кажется, донесла чистоту, добро помыслов и если неизбежность чего-то, то она обязательно вот все равно, как бы сказать, жизнь наша, она все, что делается, все к лучшему, скажем так. Вот на этом я закончу свое Всем нам философство. нужно чудо, конечно, Да. да. Всем нам нужен хороший настрой, все мы хотим одного, мы хотим быть все счастливыми. И вот сейчас мы И счастливы от того, что ты с нами, да, и мы знаем о том, что ты пишешь новый спасибо. альбом. Я пишу много песен, кстати, с некоторыми исполнителями еще. Вот очень многие хотят, ну Дуэты, как да? не то, что многие хотят, да. Да, очень много. Вот у нас как с Тимати была история Мгм. «Дорога в аэропорт». То есть Ну, вот сразу песня приподниму цепляет, что песню, мне делать. вспомнили, да-да-да. Александра Полякова песня цепляет. Вот Саша мы тоже пытаемся что-то создать новое еще, как бы нам это интересно. Вот. И как бы я пишу со многими исполнителями, я ищу музыкантов, вот, кстати, хороших, потому что песни-то я пишу сама, а вот аранжировки делаю не я. Попадание должно быть, ну, стопроцентное, чтобы песня Любую песню понравилась. можно Еще испортить бывает аранжировкой. абсолютно, абсолютно.
абсолютно. Если Так же, что-то как можно чуть-чуть не чуть-чуть так. зацепить аранжировкой, да. Да, то есть и аранжировки играют Ну, на в основном сегодняшний тебе день до в сих нашем пор всегда, музыкальном в основном тебе всегда мире. везло. Всегда везло, и вот было понимание с людьми. Вот, и мне... Ну, да, наверное, все-таки да. Мгм. Сейчас мы еще песню послушаем тогда. Ты знаешь, хочу ту, которая получила золотой граммофон, эта Вот. песня, я работала с мальчиком из Эстонии, он потрясающий композитор, причем случайно получилось, опять же, маленькое отступление. Мы были в Таллине на гастролях, случайно заехали в студию, он говорит, тут у меня есть прекрасная музыка, нет текста. Я говорю, давай попробуем, я напела что-то, там получился текст, и все, и мы забыли про эту песню. Прошло несколько лет, и он мне звонит и говорит, Светлана, такая ситуация, как бы, давай продадим. Я не могу, потому что текст, мелодия там твоя, моя музыка, там все. Я говорю, а скинь мне ее, послушай. Он мне кидает, я говорю, слушай, она мне нравится самой, я ее ставлю себе. Я ставила эту песню себе, это сердце мое. Из-за нее я получила золотой граммофон. То есть она была самая узнаваемая. Вот, давайте ее сейчас и послушаем. Прерванная жизнь, откровение лет. Сколько я ждала, а тебя все нет. Все мои стихи брошены в камин. Кто-то мне сказал то, что ты один. Ветер бесследно унес в пустоту. Но сердце твое сжигает рассвет. Меня уже нет, тебя уже нет, тебя со мной нет. Но сердце мое, сгорая, молчит. Что было, прошло, уже не болит, совсем не болит. Звезды в небесах, смазанные дождями. Я писала зря историю про нас. И в твоих глазах встречи полосами. Кто тебе сказал? Я одна сейчас. Ветер бесследно унес в пустоту. Но сердце твое сжигает рассвет. Меня уже нет, тебя уже нет, тебя со мной нет. Но сердце мое, сгорая, молчит. Что было, прошло, уже не болит, совсем не болит. Я ничего не знала, я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовала вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла, ты потерялся сам. Но сердце твое сжигает рассвет. Тебя уже нет, меня уже нет, меня с тобой нет. Но сердце мое, сгорая, молчит. Что было, прошло, уже не болит, совсем не болит. Совсем не болит. Совсем не болит. Но сердце мое, сгорая, молчит. Тебя уже нет, меня уже нет, меня с тобой
«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Дорогие друзья, вот как я всегда говорю, все хорошее быстро проходит. Мы сначала со Светой думали о том, что ой, как мы будем долго говорить, о чем говорить, а разговор получился такой вот, по-моему, простой, душевный, вполне все раскрылось. Скажи, вот какие мечты сегодня есть? Вот хорошо, что гастроли, хорошо, что концерты. О чем сегодня мечтает певица Света? Вот есть какие-то... Я думаю, что, как и большинство людей, о счастье, да, то есть я хочу, мне нравится то, что я живу, то, что у меня большое количество интересных людей, я продолжаю знакомиться с какими-то интересными людьми. Я живу в очень потрясающем мире, этот мир шоу-бизнеса, да, куда многие пытаются попасть, и им это сложно, а я в нем живу. То есть, и все артисты мои друзья. По факту я могу там со многими поговорить, набрать, узнать, как дела или что. И я рада. Я хожу на концерты. На коллег смотрю, как коллеги работают. Мне это интересно. У меня потрясающие дети, которыми я тоже с удовольствием занимаюсь, и я пытаюсь им по максимуму тоже давать внимание, любви. Я стараюсь, у меня есть возможность путешествовать. Я сейчас не такая большая, но по возможности, да, там какие-то страны, в которых еще не было. Как только появляется такая возможность, я сразу это делаю. Нет, прекрасное путешествие по России. Я живу в южном городе Сочи. Вот мне захотелось переехать, и я могу себе это позволить. Я живу с прекрасным видом на море, на горы. И это тоже вдохновляет, конечно же, дает позитив. Да, абсолютно. Я вот сегодня гуляла там по набережной. Я вышла и прогулялась по набережной, посмотрела на море, там завтра я отмечаю день рождения своего ребенка, а послезавтра я лечу в Москву, у меня фотосессия, послезавтра я лечу, у меня гастроли, и моя жизнь яркая и расписана. То есть о чем я могу мечтать? Я могу мечтать, чтобы она оставалась такой же, но не хуже. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты оставалась такой же, как сейчас и здесь, лучшей версией себя. Пусть все твои надежды, мечты обязательно сбудутся, осуществятся. Пусть твои дети тебя радуют своими успехами. И будем ждать новых песен, будем ждать новых граммофонов даже, я бы сказал, и новых побед. Будь счастлива. И в завершении какую песню послушаем? Мы послушаем, давай, а может нет, а может да. Веселая, позитивная песня, одна из тоже узнаваемых и любимых. Люди ее очень любят, и дети тоже, кстати. А может нет, а может да, а может это все слова. И я хочу в свою очередь сказать спасибо огромное, что позвонили, за прекрасный разговор. Всем пожелать позитива, огромной надежды, веры в себя, веры в настоящее, в хорошее, никогда не отчаиваться и быть уверенными, что все будет в порядке. Все, что нужно, к вам придет, правда, в свое время. Если что-то не получается, надо просто немножко подождать. Счастья, позитива. Всем слушателям большой привет, респект. Была рада. Спасибо большое. Это была певица Света. Пока-пока. Пока. До свидания. Пока. Счастливо. Ясно помню, старалась, любила, только я тебя, не забыла, только я тебя. А может нет, а может да, может это все слова, может я, может ю, а может я тебя люблю, а может нет, а может да, может это все слова, может я, может ю, а может я тебя люблю.
что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю. А может, нет, а может, да. Может, это все слова. Может, я, может, ее. А может, я тебя люблю. А может, нет, а может, да. Может, это все слова. Может, я, может, ее. А может, я тебя люблю. А может, да. А может, нет. А может, да. Все слова. А может, я тебя люблю. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.